Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня на видеоуроке я задекорирую новогодний шар с помощью баталий и объемных элементов. Поехали! Итак, для того, чтобы задекорировать шар, я буду использовать пластиковую заготовку в виде шара, вату Паталь в начале. Шар я уже обезжирила, и сейчас я возьму клей для золочения, кисточку, нанесу клей полностью на весь шар. Ну вот, клей полностью нанесен, и ему надо дать полностью высохнуть, чтобы не было никаких белесых моментов на поверхности. Он должен стать прозрачным. Будем дальше работать. Итак, клей хорошо высох, и сейчас я беру Паталь в вате, такая вата Паталь. У меня цвет турецкое золото. С помощью кисточки просто буду так наносить. Можно даже рукой. Вот так немножко вбиваю его прямо в поверхность. Это золото. Ну вот в результате получился такой красивый золотой шар. Он теперь больше похож на стеклянный, да? Ушел этот момент пластика, и больше стеклянный, легкий, такой полупрозрачный золотой шар. Сейчас я его покрою лаком, защитным лаком для Патали. И высушу, и дальше продолжим работать. Так, шар я покрыла лаком. Вот он так выглядит после того, как он покрыт лаком. Очень красивый эффект, мне очень нравится. Его оставляем хорошенько высохнуть. А тем временем я беру силиконовые молды, глину, как обычно, и буду делать объемные элементы. Так, я подготовила все необходимые объемные элементы, продела вот такую ниточку нарядную, и сейчас буду клеить их непосредственно, все объемные элементы, на поверхность с помощью клея ПВА. Сейчас подклею немного эту ниточку. После того, как вы приклеите все элементы объемные на поверхность шара, необходимо дать глине, клею хорошо высохнуть. Прям, пожалуйста, оставьте, ну, даже на сутки можно, потому что дальше будем красить, да, украшать это все, добавлять еще жидкое Патали. И желательно, чтобы все хорошо просохло. Ну и так, на этом этапе уже высохла весь объемный декор. И сейчас я буду покрывать его сначала жидкой лаковой Паталью. Буду покрывать не полностью. Меня интересуют в первую очередь стыки с самой поверхностью. Беру сухую кисточку, сбалтываем Паталь, не забываем. Вот
Таким образом. Аккуратно. Так, после того, как я покрыла все стыки и углубления поталью, лаковой поталью, подчеркиваю. Почему лаковая? Потому что она более укрывистая и сразу закрывает все места, не надо несколько раз проходить. Я сейчас возьму акриловую краску зеленую и немножко воды добавила туда, чтобы она не была такая густая. Влажная кисточка. И теперь пройду все места, которые остались белыми, не окрашенными в поталь. По верху, то есть. Покрыла все зеленой краской. Хорошо, краска должна высохнуть. Прям хорошо-хорошо. Напоминаю, дома, в домашних условиях, не торопясь, оставляйте все эти моменты как можно дольше для полного высыхания. В естественных условиях, еще раз повторяю. Далее беру опять-таки жидкую поталь лаковую разных оттенков. Здесь у меня кофейная шампань, бирюзовый иней, золото. И сейчас буду дополнять еще, украшать эти все элементы с помощью потали. Лишнее сразу прям полусухой кисточкой пройдусь еще по верху. Итак, я покрыла еще, напоминаю, сверху золотой, оттенила, даже не покрыла, а оттенила, да, полусухой кистью, какие-то выделила моменты. Уже красиво смотрится, уже достойно, уже он нарядный. Но на этом еще не все. Я хочу все-таки вытащить шишки, скажем так, на поверхность. Я хочу, чтобы они у меня прям загорели, потому что все-таки Новый год. И я вижу их более насыщенными. Вы можете руководствоваться, естественно, своим вкусом и оставить, например, вот в таком виде, такой более винтажный. Что я сделаю для того, чтобы их выделить? Беру снова клей для золочения. Клей для золочения. Аккуратно кисточкой наношу. Аккуратно, чтобы нигде больше не попало, а именно вот только шишки. Только шишки. И еще хочу вот эту верхушечку сделать более яркой. Так, шишки я все покрыла. Теперь, как обычно, жду, пока высохнут, уйдут все белесые моменты. И буду покрывать поталью ватой. Точно такой же, какой я покрывала основной фон делала. Так, клей на поверхности высох. Беру поталь в вате. Цвет турецкое золото, напоминаю. И точно так же кисточкой прикладываю. Там, где у меня был нанесен клей для потали. Ну что же, подошел к завершению сегодняшний мастер-класс. В результате получился очень красивый, нарядный, дорогой шар. Смотрите, благодаря тому, что покрыла поталью ватой, он наполнился, да, не закрыла. Если листовую поталь, можно листовую использовать, но тогда она более плотно ляжет и уйдет вот эта воздушность.
Если вы будете так делать, вы увидите, вы сравните и увидите, о чем я говорю. Он такой, знаете, немножко потертый, немножко такой легкий, что ли. Вот правильно, наверное, так будет сказать. Эти объемные элементы добавили, да, шишки яркие. То есть я считаю, что очень здорово получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой дизайн, как вы его оцениваете. Если вы уже экспериментировали или будете экспериментировать, скажите, как у вас получилось. Мне будет очень интересно прочитать и поделиться, обменяться с вами комментариями и узнать ваше мнение. Ну и сет, да, вот такой замечательный сет. Смотрите, более винтажная, более спокойная состаренная бутылочка, очень яркий шар. Смотрите, что вам ближе. Здесь, видите, мы шишки оставили более спокойными, они такие, да, не так выделяются. Здесь ярко, ну как для елки, я считаю, что это вполне допустимо. Опять-таки я жду вашего мнения, ваших комментариев. Буду вам за них очень благодарна. На сегодня я буду с вами прощаться. Напоминаю, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Это помогает развиваться мне и моему каналу. Также подпишитесь обязательно на канал Колыбель Искусства. Так вы точно не пропустите все самое интересное. Ну а я говорю вам до свидания, до новых встреч. Всего вам доброго.